6:34 выезжаем в Мон-Сен-Мишель. А в сторону Парижа огромнейшая пробка. Здесь 4:40 надо заплатить. 8 часов, проехала Руан. От Парижа до Руана это примерно 150 километров, по-моему. И решила сделать остановочку. Вот здесь. Бонжур. Можно даже на велосипеде покататься и выпить чашку кофе. А вот и Сен-Мишель, я приехала, почти что приехала, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Видно, видите уже Мон-Сен-Мишель. Я подъезжаю, ура! Есть план. Так, у меня 5-й паркинг. Вот здесь с левой стороны, вот здесь навет, автобусы. Но я предпочитаю пешком. Я пойду пешком до Мон-Сен-Мишель. От Парижа до Мон-Сен-Мишель 362 километра. Я выехала рано утром в 6:30. И дорога заняла 4 часа. То есть я приехала к 11. Даже 4,5. А с остановкой 15-20 минут. С одной остановкой. Мне повезло. Пробок не было по дороге. И единственное, что где-то скорость 130 километров, а на каких-то дорогах уже ближе к Мон-Сен-Мишель скорость 110 километров и в некоторых районах 90 километров. Поэтому 4,5 часа получается, тем более, что в дороге шел дождь и пришлось тормозить. До Мон-Сен-Мишель можно доехать на навет в бесплатном автобусе. Это 2,5 километра. Но если вы действительно приехали только на один день, утром приехали и после обеда вам уже возвращаться в Париж, то, конечно, лучше доехать на автобусе. Но поскольку я никуда не спешу, и дальше мой путь лежит в Британь, то, естественно, что я иду пешком эти 2,5 километра, тем более после 4 часов дороги в машине. Смотрите, там, кажется, тоже цветет сакура. Вишня, по-другому. Ранняя вишня. Мон-Сен-Мишель упоминается как религиозное святилище в начале VIII века, а в X веке бенедиктинские монахи начали строить замок, который стал аббатством. Легенда гласит, что аббатство было основано после того, как архангел Михаил явился во сне Оберу, епископу Авранша, и приказал ему построить на соседнем острове молельню. Епископ счел задачу невыполнимой, но архангел являлся снова и снова, и однажды он ткнул непокорного епископа в голову и прожег в его черепе дыру. Мон-Сен-Мишель был построен, а дырявый череп Сен-Обера до сих пор хранится в Авранше. Особенность этой местности – приливы и отливы. Здесь приливы считаются самыми сильными в Европе. По скорости их даже сравнивают с лошадью, которая несется галопом. С 10 марта этого года на побережье Северной и Западной Франции начнутся 3-дневные мощные приливы, одни из самых значительных за десятилетия. Как только коэффициент прилива превысит 110, Мон-Сен-Мишель на несколько часов превращается в остров. Игры воды позволяли замку Мон-Сен-Мишель оставаться неприступным. Корабли неприятеля могли подобраться к острову, но во время ухода моря садились на мель. Негостеприимный прием ожидала пехоту. Сначала приходилось двигаться по зыбучим пескам, а затем наступал прилив, и враги тонули. Природной защитой крепости служил и туман. Частое явление в этих краях. Местные рыбаки ориентировались на звук колокола, в который звонили специально для заблудившихся. Если вы приедете в Мон-Сен-Мишель, надо быть очень осторожным и гулять по обнаженному дну залива только в сопровождении профессионального гида. Застрять в зыбучих песках во время прилива может быть опасно для жизни.
сожалению, дождь пошел. Зонтик я не взяла. Надеюсь, что он ненадолго, этот дождь. В деревне ветра нет, тихо. И посмотрите вот эти старые дома. И сейчас я иду в монастырь. А вообще очень-очень сильный ветер. Чтобы подняться к церкви, нужно преодолеть 315 ступеней. К счастью, в начале марта туристов очень мало. Ведь это самое посещаемое место. Сюда за год приезжает около 3 миллионов туристов. То есть Мон-Сен-Мишель на втором месте по посещаемости после Парижа, Парижского региона. Конечно, знаменитый Мамаша Пуляр. Омлет Мамаша Пуляр очень знаменит. Она жила в конце 19-го, начале 20 века. О, даже птицы поют. Дождь кончился. В начале 70-х годов Мон-Сен-Мишель проживало 100 человек. Сейчас здесь живет 25 человек. И вот в этих бывших домах жилых здесь теперь либо магазины, либо рестораны. Вот оттуда я шла с материка 2,5 километра. Что все выше и выше. Сейчас я вам покажу. Вот туда. Билет куплен. Продолжается восхождение на вершину. Но если кто-то из вас собирается приехать сюда, в Мон-Сен-Мишель, то с конца марта до конца октября, учтите, здесь очень много туристов. И вы будете стоять в очереди очень долго, чтобы купить билет. И, конечно, вот на этих узеньких улочках пройти будет очень сложно. Вот дорога, по которой я шла с материка. 2 километра и 700 метров. Монахи ордена Святого Бенедикта
поселились на острове Мон-Сен-Мишель в XI веке и жили здесь под девизом «Молис» и «Трудис». Орден бенедиктинцев требует от монаха бедности, целомудрия, постоянного пребывания в одной обители, послушания главе монастыря. Монахи должны были 8 часов в сутки отдавать молитве, еще столько же труду, а оставшиеся часы – работе ума и размышлениям. Мы находимся в трапезной. Ежедневной пищей монахов являлись хлеб, овощные блюда и вино. И только по большим праздникам на столах появлялась рыба или мясо птицы. Строительство аббатства велось с XI по XVI век. Первая церковь Нотр-Дам-Сутер, Богородицы под землей, была возведена на месте грота, построенного епископом Обером. Интересно, что рисунки везде разные, нигде не повторяется. Вот эта резьба по камню. Очень изящная резьба. На протяжении многих лет остров отражал неоднократные набеги врагов. В период Столетней войны Мон-Сен-Мишель считался надежным французским форпостом. Англичане осаждали аббатство, но так и не смогли захватить остров. И уже с середины XV века аббатство снова начало принимать паломников. В 1470 году французский король Людовик XI во время своей паломнической поездки в монастырь основал в честь защитников острова орден святого Михаила, резиденция которого расположилась в аббатстве. Долгое время этот орден был высшей государственной наградой Франции. Еще один небольшой внутренний садик. 2 чайки. Аббатство было одновременно и паломническим центром, и крепостью, и тюрьмой. Первые тюремные камеры предназначались для монахов, которые нарушали обеты бенедиктинцев. В тюрьме были сооружены каменные клетки, в которых заключенный не мог ни стоять во весь рост, ни сидеть. Причем он был прикован к цепи, которая звенела при каждом движении узника. Во время французской революции государство национализировало имущество духовенства, и монахи были изгнаны из аббатства. Монастырь был закрыт. Монахи вернулись на остров только в 1966 году. Где находится Мон-Сен-Мишель? В Нормандии или в Британии? Ну, конечно, в Нормандии. Но посмотрите, вот эта река является границей между Нормандией и Британией. Слева Нормандия, а с правой стороны Британия, куда я дальше поеду. А теперь выход в сады вот по этой винтовой лестнице старинной 12-13 века. Тюрьма, которую называли «Морская Бастилия», просуществовала до 1863 года. На Виктора Гюго тюрьма произвела глубочайшее впечатление. Он был охвачен ужасом, когда побывал здесь. Многие узники острова Свободы, так еще называли Мон-Сен-Мишель, были политическими противниками правящих режимов Франции от Первой Республики и до Второй империи. В 1874 году остров был провозглашен памятником истории, а с 1979 года монастырь вместе с островом и заливом вокруг находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот и солнце, и дождь закончился. О, мне повезло с погодой, ура! Море потихонечку прибывает. Через час будет полный прилив. Но, как мне сказали местные жители, полного прилива не будет, потому что коэффициент достаточно низкий. Что касается кухни острова, то особенно знаменит омлет матушки Пуляр. Омлет готовят в медной посуде, на дровах, на открытом огне. Толщиной в несколько дюймов он больше напоминает суфле, чем традиционный омлет. Цена блюда от 38 до 46 евро. Для вашего сведения, в провинциальных городах Франции за 49 евро можно пообедать в ресторане с мишленовскими звездами.
Другое знаменитое блюдо – мясо ягненка с соленых полей. На соленых лугах пасутся овцы и питаются травой, богато пропитанной солью и йодом на пастбищах залива Мон-Сен-Мишель. Мясо имеет каждый раз особое содержание соли и свой определенный аромат. И еще одно фирменное блюдо – это мидии залива Мон-Сен-Мишель, приготовленные с сидром и нормандской сметаной. Мон-Сен-Мишель находится в Нормандии, поэтому это видео будет в плейлисте «Нормандия». А я продолжаю свое путешествие и еду в Британь. Если вы подписаны на мой канал, тогда точно не пропустите новые видео. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч на канале о Франции не только. Пока!